Соединение части 3-го Белорусского фронта. Ветераны 1-го Украинского фронта. После распада Советского Союза парады Победы не проводились несколько лет, но в 1995 году традиция вновь возродилась. Тогда парад ветеранов Великой Отечественной прошел на Красной площади, осмотр военной техники на Поклонной горе. В Москву приехали лидеры и представители более 50 зарубежных государств. Генсеки ООН и НАТО, президент США Билл Клинтон, премьер-министр Великобритании, председатель КНР, а особым гостем стал канцлер ФРГ Гельмут Коль. Борис Ельцин выступал с речью с трибуны Мавзолея, на котором в этот раз завесили надпись «Ленин». В 1996 году Ельцину предстояли, он прошел их в конечном счете очень непростые выборы. Его репутация, его политическое будущее тогда, конечно, зависело не от того, возродит он там 9 мая или нет, от войны в Чечне, от экономического положения, от общего ощущения нестабильности в стране. Но Ельцин, скажем так, отметил эту дату как важную, как сохраняющуюся, в том числе в новой России. С тех пор парад стал проводиться ежегодно. Правда, не всегда с военной техникой. Сменилось и руководство страны. Я ухожу в отставку. Парад 2000 года стал первым для Владимира Путина в качестве верховного главнокомандующего и последним, в ходе которого по Красной площади в пешем строю прошли ветераны. Надпись «Ленин» тогда завешивать не стали. Спустя год на параде 2001 года впервые в качестве национального гимна прозвучала мелодия Александрова, бывшая вообще-то музыка гимна советского. Здравствуйте, товарищи солдаты! Здравия желаем, товарищ маршал! Поздравляю вас с праздником! Ура! Вот это все было тоже. И, можно сказать, хорошо, и праздновали победу, и правильно. Но там совершенно не было скорби по погибшим. Это был именно вот такой праздник победителей. Мы им наваляли. И было ощущение, что вот это главное. При Путине, наверное, первым таким серьезной вехой в этом плане стало 60-летие в 2005 году. И здесь уже, конечно, были, скажем так, другие слышались немножечко акценты, хотя, конечно, упоминался антигитлеровская коалиция, союзничество с Западом, но, тем не менее, акцент был на вот именно теме победы, не столько на памяти о павших, сколько о военном, так сказать, преимуществе, о том, что вот именно это была военная победа, геополитическая победа. В 2005 году за парадом на Красной площади также наблюдали около 50 мировых лидеров. Некоторые из них прибыли в Москву с группой ветеранов Второй мировой, в том числе главы Германии и Италии. А вот кого не было, так это глав Эстонии и Литвы, а также Грузии и, как ни странно, Беларуси. Михаил Саакашвили отказался приезжать, пока не будет решен вопрос с размещением российских военных баз в Грузии. А Лукашенко решил сам принимать парад в Минске. Тогда же, в 2005-м, в параде впервые приняли участие ветераны войн в Афганистане и Чечне. А еще впервые появился новый символ – георгиевская ленточка, ставшая еще одним шагом на пути девальвации Великой Победы и ее цены. Как человек, отслуживший 3 года в советской армии офицером, я с самого начала испытывал определенные сомнения по поводу георгиевской ленты. В отличие от британского, австралийского, новозеландского, а сегодня украинского мака, георгиевская лента – это лента боевого ордена. В конце нулевых акция «Георгиевская ленточка» вышла на новый уровень. Ленты рассылали в посольство России в большинстве стран мира, раздавали у метро и даже замеряли индекс одобрения символа россиянами. Он был предсказуемо высоким. Вы себя ассоциируете с военной победой, к которой вы на самом деле не имеете никакого отношения. Вы говорите о том, что самое главное в этой победе – это, собственно, война. К ленточкам добавилась и другая символика. Солдатская форма, пилотки, тематическая реклама, брендирование ценников, витрин и уличных щитов. Появилась даже фирменная водка к 9 мая. Словом, все вокруг стало окрашиваться в цвета далекой войны. Парад Победы 2008 года, возможно, стал переломным.
Его принимал Дмитрий Медведев, был и такой президент в России. А по Красной площади впервые в современной истории прошла тяжелая военная техника. За танки и гаубицы даже пришлось заранее оправдываться. Мол, тенебряться не оружием, вы не подумайте. И вообще, мы никому не угрожаем. Спустя всего несколько месяцев, в августе 2008-го, эти танки войдут в Грузию. Российские танки пересекли Абхазию и вошли в Кадорское ущелье, единственный регион республики, находившийся под контролем Тбилиси. С тех пор грузинские лидеры на российских парадах так и не появлялись. Стали сокращаться и другие иностранные делегации. На парад 2010 года собралось в 2 раза меньше иностранных лидеров, чем в прошлый юбилей Победы. Отказались от визита президенты США и Франции, премьеры Британии и Италии. Вместо Михаила Саакашвили тогдашний премьер Владимир Путин пригласил глав сепаратистских территорий Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После аннексии Крыма в 2014-м никто из лидеров стран Запада уже не принимал приглашения Кремля. Официальная Литва, как и ряд других стран Европы, осудила российскую агрессию в Украине и прямо назвала ее в качестве причины для отказа. Когда произошла аннексия Крыма, я помню, были еще дискуссии среди министров иностранных дел, то некоторые говорили о том, что надо все равно там как-то уважать историю. Но мы тогда, меньшинство нас было, которые говорили как раз о том, что тут празднование как раз политики силы. И тут ничего общего не имеет с победой в Второй мировой войне. Это имеет как раз связь с тем, что происходит сегодня. И мы просто не можем участвовать в этом. И, кстати, тогда аргумент победил, я помню, чтобы не участвовать. Парад 2015 года окончательно закрепил изменения в списке гостей. Теперь самыми влиятельными державами на параде стали Китай и Индия. Выросло число стран Азии и Ближнего Востока – Монголии, Зимбабве, Кубы, Вьетнама, ЮАР и других. Они пришли на замену представителям стран Запада. Изменилась и официальная риторика. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития. И с тех пор, как мне кажется, все подтвердило, что это празднование победы Путиным задумывалось, конечно, как и получило развитие, как обоснование существования новой России, России милитаристской, России, для которой самое главное – это лозунг «можем повторить», России, которая нацелена на экспансию, нацелена на войну. Об этом говорило буквально все. И откровенная карнавализация с переодеваниями всех и вся в военную форму, и участие детей в импровизированных маршах, и прочие патриотические перформансы. Поплыли туманы над рекой, своих солдат встречай скорее. А еще наклейки на автомобилях с лозунгами вроде «На Берлин» и «Спасибо деду за победу». Не говоря уже о ставшем очень популярном принте «Можем повторить», демонстрировавшем в самой оскорбительной форме верховенство Советского Союза. В 2018 году Путин присвоил победу исключительно и только советскому народу, более не упоминая союзников. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны. Что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ. Путин вообще любит использовать историю в своих целях. Так же, как историю Украины, или там историю печенегов и половцев, или историю финно-угров. И с победой, с войной, вот видите, я уже вместо «война» говорю «победа», потому что войну заменили